Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, и сегодня я расскажу вам, что женщин из Восточной Европы раздражает в мужчинах. Это не только мое личное мнение, я подготовилась и провела опрос среди своих подруг. И сегодня я готова поделиться с вами этой информацией. Это видео я пыталась снять огромное количество раз, и каждый раз мне оно казалось злым, хотя я не ставила своей целью кого-то унизить и оскорбить. Наоборот, я хотела бы помочь мужчинам обратить внимание на некоторые детали, небольшие оплошности в их поведении. Я думаю, что скорректировав свое поведение и привычки, эти мужчины могли бы иметь больший успех в общении с женщинами. Итак, первое, что нас раздражает, это неаккуратность, плохая гигиена. Скажу вам прямо, что не все белорусские мужчины ходят в душ каждый день. Откуда я это знаю? Из-за запаха, который от них исходит. И поверьте мне, это не ароматы Франции. Конечно, чаще всего это пожилые мужчины или рабочие, которые, ко всему прочему, любят курить и пить пиво. И тогда получается целый набор. Офис, в котором я раньше работала, находился в заводском районе. И утром вместе со мной в автобусе на работу ехало много рабочих. Я старалась сесть у окна, отвернуться и дышать через раз. Эта ситуация усугубляется летом, когда начинается жара. Также нас раздражают мужчины, которые разговаривают матом. Я сейчас не говорю о тех ситуациях, когда человек на эмоциях, когда случилась какая-то неприятность, и чтобы не копить негатив в себе, человек добавляет крепкое словцо. Признаюсь вам, что я сама иногда ругаюсь матом. Но одно дело ругаться дома и совсем другое, когда слышишь это в транспорте, на улице, то есть в общественном месте. К нам в офис ходит один мужчина, директор фирмы, который постоянно ругается матом. Ему не нужно много слов. Берешь одно матерное слово и производишь от него глаголы, прилагательные, просто добавляя суффиксы и приставки. Очень удобно, не нужно знать много слов. Жадность. Скажу прямо, жадный мужчина – это печальное зрелище. У меня был хороший знакомый, который собирался в Украину и сказал мне: «Там вкусные конфеты, я привезу тебе много конфет». Я очень обрадовалась, я люблю конфеты и вообще я дегустатор шоколада. Он вернулся из Украины, позвал меня, я вышла на улицу, он открыл багажник и достал оттуда целых 5 конфет. Причем самых дешевых и невкусных. Еще есть мужчины, которые приглашают на первое свидание девушку на прогулку. Зачем звать девушку в кафе, если можно сэкономить и просто прогуляться? Я еще понимаю, когда тепло, лето, когда на улице светит солнце, но некоторые приглашают прогуляться в мороз или в дождь. По-моему, это слишком. Еще мне не нравятся мужчины, которые сидят в общественном транспорте и не уступают место женщинам. Особенно раздражает, когда они притворяются спящими. Конечно, сейчас постоянно напоминают, что нужно уступать место пожилым людям, беременным женщинам, женщинам с детьми. Я думаю, что также в этот список можно было бы включить женщин на высоких каблуках. Все-таки они несут красоту в мир, а стоять им очень тяжело. Когда я училась на филологическом факультете, мы везде и все время что-то читали. В противном случае ты просто не успеешь прочесть и 50% программы. Мы читали на перерывах, между занятиями, в общественном транспорте, поэтому постоянно носили с собой книги. Сумки были очень тяжелыми. И у меня была такая хитрость. Я становилась в вагоне метро напротив сидящего мужчины, тихонько ставила ему сумку на колени
и делала вид, что это получилось случайно, что я этого не заметила. Это было нечаянно. Мужчина, конечно же, удивлялся, но ни разу ни один человек не посмел мне высказать свое фе. Еще лично меня бесит, когда мужчины врут. Один мой знакомый сочинял просто фантастические истории, которые, как потом оказалось, не имели ничего общего с реальностью. Более того, эти истории постоянно обрастали какими-то подробностями, мелочами, а самое главное, он все это помнил. Но он был мастером своего дела, он работал специалистом по продажам, а профессия, как вы знаете, очень сильно влияет на нашу личность. Ему приходилось много врать по работе, чтобы продать людям материалы. И эту привычку он перенес в личную жизнь. Вы, наверное, слышали, как сильно достается родственникам учителей. Они их постоянно воспитывают, поучают. На сегодня все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо, что посмотрели его. Надеюсь, я вас не обидела. Пока!